Друзья, всем привет! Ну что же, наконец-то многие пользователи компании Xiaomi дождались этого дня. Разработчики выпускают новую версию системной оболочки, в которой добавляют третий стиль отображения объектов в недавних. В кои-то веки разработчики не забыли об этом всем вопросе и решили нас с вами порадовать перед Новым годом. Где найти приложение, как установить, какие есть нюансы, вы узнаете в этом видео. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Самый главный нюанс всего этого действия в том, что новая системная оболочка и в принципе появление третьего стиля расположения объектов в недавних будет наблюдаться не на всех смартфонах. В своем телеграм-канале я, конечно же, опубликовал эту версию системной оболочки и там, соответственно, все прописал. Из основного, на какие линейки вы можете установить эту системную оболочку, в принципе, на все. Но есть нюансы, что если у вас там, допустим, не Xiaomi 13 линейка, 14, 15, 17, допустим, если это не линейка Redmi K80, K90, то у вас третий стиль не проявится. Что я имею в виду под стилем? Вот мы с вами переходим в недавние и получаем такую красоту. То есть теперь никаких модулей, никаких root прав, больше это мы с вами не делаем. Конечно, с помощью там root прав и модулей можно получить куда больше возможностей с этими всеми системными оболочками, но основная задача, которая возлагалась на все эти модули, это дать третий стиль. И в принципе теперь уже больше нужды, для большей части людей в этих модулях не будет. Если же, допустим, у вас устройство, которое там Redmi Note 13, Redmi Note 14, да, вы можете поставить на них системную оболочку, но у вас не проявится этот третий стиль. Что же делать в таком случае? Для этого вам потребуется скачать приложение Brevent и с помощью одной команды активировать третий стиль. Но в таком случае могут наблюдаться некоторые проблемы, потому что как там кто-то писал, что это бета-версия, хотя в принципе эта системная оболочка идет под названием как релиз. Что у нас по настройкам? Давайте с вами перейдем и посмотрим из интересного, что мы с вами получаем. И в целом по самой компоновке тут мы с вами ничего нового не заметим, именно если будем смотреть сверху вниз. То есть все те самые жесты, панель там на рабочем столе, но она только характерна для HyperOS 3. Если с вами опускаемся чуть пониже, нажмем на расположение объектов в недавних, и тут получаем соштабилирование. Хотя бы, хоть бы, знаете, перенос нормально сделали, потому что компания Xiaomi, да и в принципе локализация не особо что-то дружит с этими всеми переносами. Все так же есть у нас вертикально и горизонтально, то есть то, к чему мы с вами привыкли. И третий стиль, конечно же, я думаю, что улучшит наше с вами устройство, хотя бы как-то визуально. И в принципе даст возможность попробовать что-то новое. Потому что уже за сколько лет в этих оболочках, что MIUI, что HyperOS, все уже привыкли к тому, что есть два стиля объектов в недавних. Кто-то может сказать, что разработчики доели за яблоком, кто-то может сказать, что это полное копирование всего того, что есть на яблочных смартфонах. Но, друзья, если есть спрос у пользователей на такую историю, то почему бы это им не дать? Также, наверное, многие расстроятся, что вот почему лишь только сейчас для смартфонов Xiaomi и Redmi вся эта история залетает, а на смартфоны Poco, как и обычно, это все дело не доходит. Но я думаю, что в будущем разработчики также и на Poco Launcher всю эту историю добавят, хотя, опять же, учитывая тот нюанс, что какова пропасть между системной оболочкой и Poco Launcher, то есть у меня такие подозрения, что, возможно, третий стиль дойдет до Poco Launcher не прям уж так быстро и вообще не в ближайшем обозримом будущем. Но, опять же, я могу ошибаться и хочется мне ошибаться в этом плане, и хочу надеяться, что разработчики не будут сильно отдалять смартфоны Poco от других аппаратов линеек Xiaomi и Redmi. И как я уже сказал, что в описании под этим видеороликом будет ссылка на этот пост и на это обновление системной оболочки, в котором я прописал абсолютно все, и плюс также еще будет ссылочка для тех, у кого третий стиль не проявился, но вы его себе хотите поставить. Но имейте в виду, что перед любыми действиями, там системная оболочка, еще что-то, всегда делайте резервную копию, потому что мало ли что может пойти не так, и необходимо будет выполнять откат. Так что резервная копия просто must have, а потом уже выполняете все остальные действия. В комментариях пишите, как вам вообще третий стиль, ожидали ли вы этого, или же вы вообще чего-то ждете другого от разработчиков компании Xiaomi. А на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.